маленьких. Ого-го. Все преимущества премиальной карты MasterCard снова мои. А я уже была здесь, конечно, шиковала как могла. И, ребят, не обращайте внимания на наш лук, потому что мы только прилетели, и сейчас нам нужно подбросить монетку. И решить, а кто будет по-богатому, да, а потому кто что у нас не по-бедному. будет потом времени. Да? И сразу уже, понимаешь, да, вот это и вот, сразу я поеду красивая, Так, вот это вот всё, платье с кудрями, ты поедешь да, на с лодке какими или кудрями? поплывешь сама ты своего острова. Я не уверена, что здесь будут кудри. Давай, подбрасывай монетку. У меня роскошные волосы. Я так и хотела сказать. Давайте, ребята, посмотрим, кто будет по-богатому на Мальдивах. Давай. Орел. Решечка. И сейчас кто по-богатому? Ну, правда, я. Настя, ты обалдела, что ли? Я не знаю, как. Нет, ты с ума сошла? Я не знаю, как. Ну, просто Мальдивы любят роскошных, богатых, успешных. Пошла ты знаешь куда, на свою красивых яхту, не надо. людей, на Давай. монетку она тебе Я пригодится. первый раз на Мальдивах, и это дружба называется. Вот так подбросить. Оазис посреди бескрайнего океана. Мираж, оказавшийся явью. Сон, что воплотился в жизнь. Все это Мальдивы. Мальдивы! Мальдивы! Отдых любого богача на Мальдивах начинается с трансфера из аэропорта. Ну что, дорогие мои хорошие, напоминаю, что на машине здесь передвигаться нереально, потому что машина не ездит по воде, а по воде ездит что? Правильно, лодка, на которой я сейчас и отправляюсь. Прямиком к моему резорту, острову-отелю, который я уже предварительно забронировала. Во время карантиновых мер, чтобы забалдеть на Мальдивах, надо иметь бронь отеля. Само собой, у меня ее нет. Нет у меня этой брони отеля. Долгие годы единственным бюджетным вариантом отдыха на Мальдивах были острова, где живут сами местные. Но сейчас они закрыты на карантин. И за прием туристов могут хорошенько оштрафовать. Но местные предприниматели нашли лазейку. Так называемые сафари-боуты. Вместо островов стали приглашать гостей на свои судна и устраивать для них круизы, не причаливая к берегу. Sorry, man. Sorry. Maybe you know where is safari boat? Safari boat. Туда, да, думаете? Okay, let's go. I have a question. Just a second. It's safari boat? Safari boat? Where is safari boat? Hello, guys. Hello. I know, yes, I know you will help me. I'm looking for safari boat, you know. Which boat? Safari boat. It's like a little cruise, safari boat. Для очень Do you бедных. have the reservation? Там тоже надо резервация? I mean, for a safari boat, do you have the reservation? I will take it, наверное, да. You have the reservation for the safari boat? But where is safari boat? No, I mean, do you have the reservation? Yes. Which safari boat? Самая дешевая safari boat, какая еще? The most cheap. You don't have the reservation right now, yeah? Come, I'll show you. Okay, let's go. Let's go.
Оказалось, что сафари-боуты тоже нужно предварительно бронировать. Кроме того, принимают они туристов обычно группами и минимум на неделю, но могут подселять одиноких туристов, если есть свободные места. Я нашла человека на улице, он говорит, что, сколько денег у тебя? Я говорю, 100 баксов. Он говорит, сложно, но типа найду. И вот спустя несколько минут незнакомец привел меня к нужному человеку. Hello, my name is Julia. My name is Amit. Thank Yeah. you. Nice to meet you. So I need a safari board. Yeah, 400. Какие еще 400? Говорит, вы что? Не-не-не-не. Listen, you didn't understand me. Он меня просто не понял. Он же думал, что я на неделю, поэтому. I need a board just for one night. Okay. Сейчас карантин, у людей Let's go. бизнес валится, сыпется. Я 100 баксов пришла, отдала, все. You are young lady. Я никаких проблем не создам. Пойдем. Все знают, что отдых на Мальдивах очень дорогой. Но почему? Из-за белоснежного песка? И да, и нет. Ведь в мире есть пляжи, где песок не менее красивый. Может, из-за лазурной глади океана? И да, и нет. Ведь есть места, где вода не менее прозрачная. Может, из-за первоклассного сервиса? И да, и нет. Ведь есть курорты с не менее безупречным обслуживанием. Так в чем же причина? За ответом на этот вопрос я заранее обратилась к управляющим резорта, в который направляюсь. Потому что бэкстейдж был достаточно дорогой, то есть это все построить посреди океана заняло определенное время и усилий. По словам Дмитрия, для начала нужно арендовать безжизненный кусочек песка посреди океана и увеличить его, чтобы было где разместить резорт. Где взять песок? То есть с другого острова привезти нельзя, потому что есть микрофлора, и как бы тут были неудачные эксперименты, когда такими вот трансперемещениями была нарушена экосистема, поэтому единственный вариант – это в своей лагуне извлечь этот песок и поместить его на пляж. После этого доставить на остров около 1000 рабочих, строительную технику и стройматериалы. Построить электростанцию, сотовую вышку, очистные сооружения и заправочную станцию для лодок. А потом привезти и озеленить остров с помощью 800 взрослых пальм. Стоимость такой работы даже страшно произносить вслух. И это не считая разных форс-мажоров, которые могут возникнуть. У нас была проблема с машиной, которая, в общем, заехала в ямку, упала. Машина 32 тонны весила. Случилось это в 400 метрах от берега. 2 недели ушло на то, чтобы поставить его вертикально. То есть к тому моменту там в двигателе уже крабики, рыбки жили. А дальше команда наших механиков построила туда временный мостик и перебрали двигатель в открытом океане. Через 2 месяца машина выехала своим ходом на берег. Тогда все улыбнулись, но тем не менее нам это стоило по команде, которая с этой машиной работала, там 2 месяца задержки работы. Все эти факторы и делают отдых на мальдивском резорте таким дорогостоящим. Ведь на его строительство уходит около 3,5 лет. А окупается он в среднем лет за 10-12. Бюджетно отдохнуть на Мальдивах, конечно же, тоже можно. Правда, есть свои нюансы. It's our board? No, this is our board. This one, okay. But it's not our board, it's just like to move to our board, yes? Yes. Слава тебе, Господи! Я думала, это хостел, и я буду спать на лавке, на деревянной, на лодке. Thank you. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как хорошо. Через 20 минут моя лодчонка привезла меня в местную бухту, где стоят десятки сафари-боутов в ожидании своих туристов. Среди них и мой трехпалубный Haryana One.
Капитан как раз провел предыдущую группу туристов, а чтоб зря не простаивать, взял меня. Правда, оказалось, что ради моих $100 никто в океан выходить не будет. И все 2 дня я проведу здесь. Да, не такой себе, конечно, я мечтала отдых на Мальдивах иметь, но не будем гневить Господа. Зато все это время судно будет только в моем распоряжении. Вот так вот солидно заходим на нашу палубу, на нашу яхту и идем гулять. О-ля-ля, сколько всего. На верхней палубе расположен капитанский мостик и зона для принятия солнечных ванн. На средней – столовая и бар. А на нижней находятся каюты, в одной из которых я и буду жить. This is your room, no? Угу. Okay. Я. Thank you. Thank you. Yeah, I'm going. Ой. Ну что скажешь? Это именно то, что я так хотела на Мальдивах. Черт подери, у меня 2 кровати, между прочим, 2. Я не знаю, как там у Настюхи, у Юлеевой, да, что там у нее там за Мальдивы, но у меня 2 кровати. Помимо кровати есть вентилятор, кондиционер, освежитель воздуха, даже туалет в каюте. Но и это еще не все. Ребята, ну и, конечно же, Мальдивы славятся своим невероятным пейзажем, своими видами. И у меня, хоть у меня $100, но у меня тоже есть вид из окна. Посмотрите. Сейчас. Надо просто чуть-чуть приглядеться. Чуть-чуть. Сейчас. Сейчас, чуть-чуть. Первая линия, вид на океан. Офигенно. Спустя час мы причалили к резорту, где такого дорогого гостя, как я, уже ждал персонал отеля. Здрасте. Не, ну что, бомж какой-то, что ли? Все было. Ну вот, другое дело. Thank you. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, какая прелесть, ребятушки. И, конечно же, традиционный танец боду-беру. Тысячи лет назад под него расслаблялись африканские мореплаватели, а сегодня им приветствуют важных гостей. Ну вот это я понимаю, Мальдивы! Резорт Лакс Норс Мали Атолл входит в 4 лучших отелей в Индийском океане по версии американского журнала Condé Nast Traveler. Это настоящий оазис посреди океана с зелеными сочными пальмами, прохладными бассейнами, теннисным кортом, футбольным полем и вереницей просторных вилл, в одной из которых я и остановлюсь. На 1-м этаже находится просторная гостиная. Обожаю гостиной с высокими потолками. И не просто высокими, а с видом на безоблачное мальдивское небо, а также стеклянными вставками в полу с видом на океан. Это настоящий океан, вы понимаете? Я вижу сваи или брусья. Короче, деревянные ноги этого дома. Господи, какая красота. Я себя чувствую Криштианом Роналдо. Потому что мне кажется, что именно так он и живет. На 2-м этаже находится главная спальня. 2 гостевые кровати
И... Слушайте, какая ванна красивая. А вот это мое любимое, это же тропический душ. Боже, как прекрасно. Моешься и радуешься. Но это еще не все. На крыше виллы находится терраса с зоной для отдыха и шикарнейшим видом на океан. Где бы я ни находилась, с премиальной картой MasterCard я чувствую себя персоной VIP. Удобные оплаты, круглосуточный консьерж-сервис и специальные привилегии всегда и везде. Кроме проживания на сафари-боуте, в мои 100 баксов также входит питание. И кормят здесь на убой. Фруктовый салат, овощной салат, жареные овощи, рулетики из баклажанов, рис и 3 блюда из тунца. Тунец фри, тунец на гриле и сырой тунец в соусе. Простенько, но много. Боже, у меня как в мишленовском ресторане. Просто 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 блюд, 9 порций. Но главная неожиданность на моем столе – вот. Кажется, я вижу то, что я люблю больше всего в жизни. Лапшу быстрого приготовления. При любых обстоятельствах, что бы ты ни испытывал в жизни, лапша быстрого приготовления сделает тебе хорошее настроение. I want this. Человек, который придумал эту лапшу, быстрые вот эти макароны. Я хочу выйти за него замуж. Надеюсь, он не очень старый. Но мы не дождемся окончания моего обеда. Это будет очень долго. Поэтому, Олеж, давай присоединяйся. Окей, yes, please. Окей, thank you. Слушайте, ну это просто какой-то балдеж. Все никак не могу привыкнуть, что яхта подплывает прямо к моей вилле. Превосходно. Уже бегу! Вторую половину дня я решила посвятить самому популярному на Мальдивах развлечению – знакомству с его подводным миром. Здрасте. Помимо проживания и питания на лодке, в мои $100 входит и базовый набор развлечений. Вот такой уверенной походкой я сейчас отправляюсь на снорклинг. Окей, I'm ready to go. Правда, и здесь не обошлось без сюрпризов. Как на этой? Там же крыши нет. Sun very hot. No problem. Я думала, я поеду на классной лодочке с крышкой, она огромная, здесь есть где разгуляться. Пойдемте, я вам покажу, куда меня отправляют. Уже представляю, как я буду просто багрового цвета, когда мы куда-то приплывем в итоге на этой лодке. Но, как оказалось, это были только цветочки. О, боже мой! Я просто со всей силы подпрыгиваюсь и бьюсь попой об пластик вот так со всей дури меня. Ай! Ужас! Закончилось. Приехали? Посмотрите на меня. Я просто проехалась до снорклинга, прокатилась с ветерком. Ощущение, что меня просто помотала жизнь как следует. Ужас. Окей, let's go to see fish. Come on. Ну вот и мое первое мальдивское развлечение. Сейчас я, наконец, увижу этот сказочный подводный мир. Look, look. Fish.
Но среди косяков пестрых рыбёх я вдруг увидела нечто, что заставило меня содрогнуться. Там очень много скатов. Там очень много скатов. Help! Hey, Там плавают скаты. it's nice place, it's good place. I'm diving here many times. I touch and like the baby. Oh. Слава. Можно было бы и сразу сказать. Я с балдежом сейчас, с кайфом. Посмотрю, поплаваю. И все. Надеюсь. Let's go. Скаты – одни из самых грациозных жителей Индийского океана. Они словно огромные подводные бабочки. Не плавают, а парят в воде. Эти скаты абсолютно безопасны для человека, если их не обижать. И с удовольствием идут на контакт. Ведь местные годами прикармливают их у самого берега, чтобы как можно больше бюджетных туристов могли полюбоваться на этих красавцев. Я не предполагала, я правда в восторге, я такого не видела никогда. Кажется, как будто бы вот здесь не прозрачные очки, а экранчики, и ты опускаешь их в воду, они включаются и показывают тебе National Geographic какой-нибудь, программу про природу. А ты это все видишь собственными глазами. Очень круто. Первым делом я тоже отправилась на снорклинг, но по-богатому. А это значит, что смотреть я буду не на простых скатов, а на самых больших скатов в мире – мант. И делать я это буду не абы где, а в самом настоящем подводном заповеднике. Называется он Ханифару. По сути, это риф в форме огромной и очень глубокой воронки, которая служит домом для тысяч морских жителей. А сейчас туда погружусь и я. Стоит только опустить голову в воду, как становится не по себе. Вокруг тебя плавают огромные 5-метровые махины весом в пару тонн. А когда очередная манта открывает рот, кровь леденеет в жилах. Но на самом деле манты не представляют никакой опасности для человека. Питаются планктоном и больше похожи на морских ангелов, которые взмахивают грудными плавниками, как крыльями. Когда до тебя идет вот такая вот махина с открытой пастью, и она просто буквально в сантиметре от тебя, ты такой просто... Что? Ой-ой! Что? Ой-ой-ой! И уплывают. Это просто шок. Если честно, я не испытывала таких эмоций никогда в жизни. Это уникально, когда вот в жизни получается испытать какую-то новую эмоцию. Понимаете, ребят? Это просто нечто. После удачного снорклинга я уже собиралась вернуться на сафари-боут. Но Мальдивы решили устроить мне еще одно испытание. Я минуту порадовалась от того, что вот у меня там рыбки, что у меня наконец-то отдых красивый, прекрасный, Мальдивы. На тебе. Сломалась эта лодка.
Они вдвоем ходят, ничего не понимают, что делать, звонят по телефону там укулеле. И что-то мне подсказывает, что на этой малышке мы отсюда уже никуда не уплывем. Как дела? What's up? Everything okay? Поедем? Поплывем? Отремонтируем? Он говорит, ага. Поплывем и отремонтируем. Ща. Быстро. Мгновенно. Мы просто посреди воды, в лодке, без крыши, без ничего сидим. Мотор не заводится. Класс. Может, я где-то что-то кого-то обидела. Если так, простите меня, но дайте жизнь. Ну за что? И вот, когда мое лицо уже полностью сгорело на солнце, Мальдивы сжалились надо мной. Боже мой, какое счастье! Бог послал нам другую большую лодку, на которой больше места, которая наверняка не бьется об волны так, что можно получить сотрясение головного мозга. И нас сейчас, лодку, короче, буксируют, а мы сейчас туда и там сидим, балдеем. В смысле? Maybe we can go there? Oh no? 5 minutes. Just 5 minutes. Все так быстро меняется. Я думала, мы туда, а мы, оказывается, сидим здесь, а нас буксируют. Короче, это приключения, которые, ну как сказать, они просто останутся в моей памяти на всю жизнь. Вот честно. Это невероятные Мальдивы, потому что они вообще не Мальдивы. Но посмотрите на эту картину, это полный сюр. Вот представьте, я летела сюда, первый раз в жизни я сюда попала. И посмотрите, что происходит вокруг. Просто посмотрите. Второй пункт моих морских развлечений на Мальдивах – дайвинг. Причем не простой, а пещерный. Пещера находится в густонаселенном коралловом рифе, поэтому по дороге ты можешь встретить прогуливающуюся черепаху, выглядывающую из-за коралла мурену или спящего у входа в пещеру ската. Но мы пришли сюда не за этим. В середине пещеры живут уникальные рыбы, которые плавают кверху брюхом. Не пугайтесь, эти рыбы живы-здоровы. Просто долгая жизнь в пещере оставила на них свой отпечаток. Ведь именно так, перевернувшись вверх тормашками, им легче ловить планктон и водоросли, которые отслаиваются от кораллов над ними. Вечером на любом курорте принято устраивать дискотеку. Ты давно тут стоишь? Мы мужики! Мы с моряками, дискотека у нас. Парни, громче! Мы танцевали все вместе, они ушли просто уже. Удали этот кадр. Удали этот кадр. Иди сюда. С наступлением темноты я решила продолжить свое знакомство с подводным миром Мальдив и отправилась на ночной дайвинг. Причем я это могу сделать прямо у своей виллы. Анастасия. Добрый вечер. Роман. Добрый. А скажите, пожалуйста, какова вероятность, что нас кто-нибудь сожрет?
вероятность крайне мала. А какая вероятность? А зачем нам тогда вообще плыть в ночной дайвинг, если мы никого не увидим? Много ночных животных, рыбок, мурен просыпаются и начинают ползать в разные стороны. За ними мы, собственно, и пойдем. На счет 3. 1, 2, 3. Казалось бы, что можно увидеть в такой кромешной темноте? Но ночью при свете фонарика все цвета в океане становятся ярче, насыщеннее и контрастнее. Кажется, что кто-то нарочно раскрасил все вокруг красками всех цветов и оттенков. Да и сами местные жители, кажется, специально вырядились на ночной променад. Вот, например, рыба-бабочка, словно надела тигровый купальник. А вот ленточный сладкогуб, облачился в тельняшку. А хищная мурена вообще похожа на галстук или ремень из крокодиловой кожи. Ну, короче, прикольно. Если хотите каких-нибудь интересных ощущений, как минимум поплавать в океане ночью, точно стоит попробовать. Еще и со своей виллы. Доброе утро. Доброе утро, Мальдивы! А что такое? Да, я вчера немножко сгорела. Чуть-чуточку. Ну как, типа, солнце просто взяло и выжгло мое лицо, как то, что больше не должно существовать. Но я себя спасаю. Все нормально. Доброе утро. Пацаны, я хочу завтракать. Прошу, дайте хотя бы немного еды. На резорте за завтраком идти никуда не надо. Вам его подают прямо в бассейн. О, еще и в форме сердечка. Как это мило. Господи, ребята, на самом деле, я первый раз, по-моему, вообще за всю историю «Орла и решки» ем в воде. У меня никогда не было такого завтрака. Боже, сколько здесь блюд. Господи, да слагаться Я не могу работать так. Я не могу так работать. Это не работа. Это просто издевательство какое-то. Такая красота. Такой роскошный бассейн, такой роскошный завтрак. Так, смотрите, тут яишенка, бутерброд. Чем-то очень много там всего. Фруктики, боже мой. Ну что, открою бутылочку сока за это прекрасное утро. Господи. За вас. На второй день у меня осталось неиспользованным еще одно стандартное мальдивское развлечение – поездка на необитаемый остров. Я очень надеюсь, что сегодня я увижу тот песок и те Мальдивские острова, за которые так любят этот регион, это место. Если этого не случится, то я тогда вообще не понимаю, зачем я сюда приперлась. И хоть большинство островов для бюджетного туриста сейчас закрыты, необитаемых это не касается. Народ, я вижу свой остров, вы видите, вон там. Он, конечно, маленький, малюсенький, вот такусенький, но там есть тот самый мальдивский белоснежный песок и лазурная вода. Ну что еще надо? Таких островов на Мальдивах немерено. Официальных названий у них нет, но для туристов местные называют их все
райскими. Сюда приезжают на пикник, побыть наедине с природой и, конечно же, покупаться. Ну что, снорклинг, шампусик, яхты, дайвинг, с этим все понятно. Осталось проверить активные водные виды спорта. Кстати, где они? Здесь? А, вот же. Можно, например, лениво покрутить педали на катамаране, тешась под лучами жгучего мальдивского солнца. Балдейте, катайтесь, плавайте. А не ощущения. Можно арендовать вот такую штуку, называется Seaflyer, и поплавать с маской на скорости до 10 км в час, при этом не прилагая никаких усилий. Снорклинг для ленивых. Вот вы выпили шампанского, да, покушали сытно, но хотите вот поснорклить, но вам лень. Вот для вас специальная штучка. Вам всего лишь просто нажать толстенькими пальчиками на толстенькие кнопочки и плывете себе, плывете. Ну а если у вас еще сил хоть отбавляй и хотите выпустить адреналин, то можно заняться флайбордингом. Это относительно новый вид экстремального спорта. Человек на ноги надевает специальные ботинки, которые управляются сильными потоками воды и позволяют в буквальном смысле летать. Взлететь на флайборде можно до 20 метров. Но для новичков успех хотя бы на сантиметр подняться над водой. Ребята, это было так круто! Ты сначала плывешь, вообще ничего не понимаешь, что делать. Там же маневр, там же нужно... там нужно понимать. Ты сначала не понимаешь, а потом как понимаешь. И я поднялась, и более того, я даже поворачивала. Это было так здорово! У-ху! Чтобы найти $100 от Орла и Решки на Мальдивах, отправляйтесь в резорт Лакснор Смале Атолл. Отыщите на его территории толстое дерево, в его стволе и будет спрятан наш клад. Удачи! До конца моего круиза на сафари-боуте осталось еще полдня, а делать на лодке уже нечего. Я и позагорала, и покрутила штурвал, и попыталась посмотреть телек, и почитала, и выпила чаю, и даже сфоткалась с гроздью бананов. Но все это мне быстро надоело. Поэтому, чтобы убить время, я решила напроситься съездить с командой моего судна на рыбалку. Рыбалка на Мальдивах проходит так. Сначала надо приехать на рыбное место.
Ну, судя по всему, мы приплыли. Правда, я не очень понимаю, почему мы плыли, потому что море везде море, и вода везде вода, но мы плыли, и вот тут, я так понимаю, сейчас будем ловить рыбу. Когда место выбрано, надо подготовить снасти и наживку. Ловят здесь на моток лески с крючком и куски гнилой рыбы. Типа нет ни спиннинга никакого, ни вот этой штучки, чтобы крутить все руками, все пальцами. Закинул, тянешь обратно, потом опять закинул. В такой рыбалке есть два главных правила. Первое. Вовремя почувствовать по натяжению лески, что рыба уже на крючке, и подсечь. Я лично пока не понимаю, в какой момент должна клюнуть рыба. Когда я закидываю или когда я вытягиваю, я не понимаю. Второе правило – не запутать леску. Блин, запуталась чуть-чуть. Не смотри. Ой-ой-ой-ой. Если спустя 2 часа рыба не клюнула, место ловли меняется. Да, наверное, куда-то отплывем. Капитан смотрит, говорит, не очень сегодня тут клюет, надо вот там, через 5 метров, там лучше клюет. Сейчас туда поплывем. Ну, я так и думала, в принципе, с самого начала. На новом месте все повторяется сначала. Скукотища, конечно, еще было. Ничего не изменилось и не меняется уже минут 40. Ну, по крайней мере, время убило. Слушайте, ну даже если ничего не поймаем, смотрите, какой красивый закат. Ну тут как-то по-другому это ощущается. Одно дело, когда на суше, а другое дело рыбалка, лодка. Ну, атмосфернее значительно. Но вот когда солнце уже зашло, наконец клюнуло. Что? Поймали? Я туда не пойду! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Убирайте, убирайте, срочно! А что это такое? Фу, змея какая-то! Это ужасно! Кто это? Ой-ой-ой, они все его боятся, это опасно! Блин, какое уродище! Все, ребята, ночная рыбалка превращается в страшную рыбалку. Нам надо ее заканчивать. Фу, змея, морская змея. Не-не-не-не. Все, на Мальдивах на рыбалку не ездим. Тут либо ничего не клюет, либо змеи. Ужас, смотри, он оторвал леску. Фух, вот это денджер. Это действительно было что-то очень опасное и ядовитое, потому что он оторвал леску, отрезал ее. Ну, то есть не стал снимать, а прям с крючком, с наживкой выкинул этого страшилища в воду. Ой. В общем, с наступлением темноты рыбалка становится не только малоэффективной, потому что ничего мы практически не поймали, но еще и опасной. Надо домой ехать. Капитан, go home. Go home. Yes, safe is first. Okay, no problem. Фух. Мальдивские острова словно сувенирная открытка. Я такого не видела никогда. Красочные и глянцевые с одной стороны, И совершенно пустая с другой. Не такой себе, конечно, я мечтала отдых на Мальдивах иметь. но это не недостаток. Не испытывала таких эмоций никогда в жизни. Ведь как заполнить эту сторону, решать только вам. Какие еще фохангрит, вы что? Не-не-не. Ну ничего, бомж какой-то, что ли? О, боже мой! Я себя чувствую Криштианом Роналду. Все так быстро меняется. Балдите! Мотор не заводится. Народ, я вижу свой остров. Это было так здорово. Удали этот кадр. Иди сюда. Ну вот это я понимаю, Мальдивы!
Дело в том, что мне тут один звоночек надо сделать. Юльке. Боюсь, разговорчик, конечно, будет неприятный. Скорее всего, она расстроится. Но, с другой стороны, я подруга и должна говорить ей правду. Ай, ну, не впервые расстраивать человечка. Так. Если честно, до сих пор не верится, что... Пошли гудки, он реально звонит. Алло, Алло? Юлька, я до тебя дозвонилась, прикинь, ты, если бы Ты не поверишь, ты бы знала просто, откуда я тебе звоню и вообще с какого телефона я тебе звоню. Это просто шок. Ты слышишь меня? Да, я тебя слышу, но как будто бы из трубы, как будто бы ты как будто бы плохо, в общем, тебя слышно. Привет. Неважно, главное, что ты меня слышишь. И у меня был просто полный отвал башки. Это настолько другие Мальдивы, ты даже не представляешь, как это красиво, здесь все такое стильное. Я просто Криштиану Роналду, понимаешь? Ты знаешь, я, конечно, за тебя рада, но это просто полный вообще уже амасевиш, жериш, буриш и дебериш и вот эти вот все словечки, потому что я стою в порту 2 дня, дышу машинным маслом, слышу, как скрипят ржавые лодки и как пахнут потные моряки. Вот, хотела вот такой. Ты вот на Мальдивах или где? Да, вот представь себе на Мальдивах, да. У меня есть небольшая новость для тебя. Она вряд ли тебе понравится, но я должна тебе ее сказать. И так обалденно, так круто, что я остаюсь здесь отдыхать. Все, извини, пока там тебя не слышно. Я Ой, тоже шипит, хочу всё остаться. Подожди, алло. Это солнечная девушка решила остаться здесь еще на 2 дня. Я срочно хочу домой. Собирай манатки, мы уезжаем отсюда. Все, хватит. Это не Мальдивы, это испытание какое-то.